Я вас приветствую, дорогие мои друзья и гости моего канала. Сегодня на мастер-классе мы с вами сошьем осеннего скандинавского гномика. Всем, кому интересно, добро пожаловать, присоединяйтесь. Как вы видите, у него красивая рыжая борода, и у него есть друг. Он немножечко поменьше. И им нужен третий друг. А третьего друга мы с вами вместе сейчас сошьем. Итак, друзья, вам понадобится выкройка. Внизу под видео вы найдете всю полную информацию о том, как приобрести выкройку. После того, как вы распечатаете и вырежете все детали, некоторые детали гномика нам нужно будет склеить, так как они состоят из двух частей. По линии совмещения вы совместите края и абсолютно любым клеем склеите выкройку. Это мы делаем на теле гномика и на шапочке гномика. Я думаю, это не составит большого труда, и полный размер выкройки у вас будет готов. Второе. Какие материалы вам понадобятся для гномика? Для тела гномика у меня молочный флис. Обращу ваше внимание на лицевую и изнаночную сторону этого материала. С двух сторон имеет пушистую текстуру. Такой кусочек вам понадобится в размере 60 по ширине и по долевой 40 сантиметров. Для шапочки гномика я возьму микрофлис. Хочу обратить ваше внимание на его изнаночную сторону. Он имеет трикотажную структуру, как вы видите. С лицевой стороны он имеет структуру, как у флиса, пушистую. Такой кусочек нам понадобится в размере 50 на 50 сантиметров. Вам понадобится картон размером 12 сантиметров на 9. Это у нас будет донышко. 2 кусочка флизелина 10 на 14. 1 кусочек 10 на 8 телесного цвета микрофлиса. Это будет у нас носик. Он у нас может быть и трикотажный иметь вид, и пушистый иметь вид. Это мы решим в процессе, какую мы основу возьмем за лицевую сторону. Для декора вам понадобится 3 цвета красивого блестящего велюра размером 10 на 10 все кусочки. Также вам понадобятся декоративные листики. У меня они вот такие из ткани. Я их покупала в магазине для творчества. Также вам понадобятся вот такие полубусинки, колокольчик. А для бороды мы с вами будем использовать вот такую шерсть овечки. Нам понадобится 30 грамм. А также нам понадобится специальный стержень по ткани. Он под утюгом исчезает. 2 проволочки размером приблизительно 15-14 сантиметров. Игла для валяния универсальная. Ножнички, зажим для наполнения. Естественно, нитки, булавки, иголки. Если у вас нет такого стержня, возьмите просто карандаш, желательно твердый, для того, чтобы выкройку перенести. Еще нам нужен мягенький наполнитель в размере 200 грамм и прекрасное настроение для творчества. Стержнем для ткани я обвожу по контуру. После того, как мы обвели, мы вырезаем некоторые детали. Ручки мы вырезаем просто вот таким кусочком. После этого мы будем их прошивать, а только потом вырезать. Донышко мы вырезаем только в один слой. Из молочной ткани мы приготовили детали для машинных строчек. Ткань для шапочки мы ее складываем пополам, лицевой стороной вовнутрь. Берем уже большую склеенную выкройку шапки, совмещаем со сгибом ткани и обводим. Из этой же ткани у нас будут рукавички, но рукавички нам нужно продублировать. И сначала мы вырежем 2 кусочка для под флизелин, вот так вот с краю.
А также мы вырежем шапку. Теперь нам 2 кусочка нужно укрепить флизелином. На изнаночную сторону мы кладем флизелин и приутюживаем горячим утюгом. После того, как мы зафиксировали флизелин на ткани, мы складываем 2 кусочка лицевой стороной вовнутрь и перенесем выкройку варежек. Хочу обратить ваше внимание, когда мы будем прокладывать строчку, мы прокладываем по периметру варежки, и вот в этом месте мы делаем один стежок и поворачиваем на пальчик. В начале и в конце обязательно ставим закрепки. Так, друзья, сейчас мы идем на машинку, прокладываем строчки по контуру ручек, закрепка в начале строчки и в конце, аналогично вторую делаем. Тело мы сшиваем на ширину шва под машинку, в начале и конце тоже закрепки не забываем. И шапочку мы прошиваем по срезу, делаем закрепки. После того, как мы сшили, мы должны вырезать детали. И в этих местах мы делаем рассечки. Выворачиваем детали и сейчас будем их наполнять. Возможно, у вас возникнет вопрос, что это за инструмент. Это медицинский зажим. Хочу обратить ваше внимание, вот такие у него кончики. Им очень удобно выворачивать детали и наполнять игрушки. Поэтому рекомендую обязательно, у кого нет, по возможности приобретите. Это очень удобная вещь. Итак, мы наполнили тело. Сейчас нам нужно взять иголку с ниткой. Я беру двойную нитку джинсовую. И по низу мы должны проложить наметочную строчку. После чего мы должны стянуть этот край. Мелкими стежочками делаем закрепочку. И по всему периметру мы прокладываем строчку. Итак, мы стягиваем и оставляем небольшое отверстие, потому что мы должны еще немножечко дополнить его вот здесь внизу. Нам нужно как бы слепить ему такое хорошее основание для донышка. То есть мы еще наполнитель выложим вот в эти места, вот в бока и вот в эти складочки. То есть мы еще дополняем наполнителем. Теперь мы берем картонку для донышка и кусочек ткани, который мы вырезали для обтягивания донышка. И мы должны проложить наметочную строчку и стянуть это донышко. Мы берем ниточку с иголочкой. Теперь мы вкладываем донышко. Для более надежной фиксации можно проклеить клеем донышко и зафиксировать на ткани. Можно и без фиксации. Это уже по желанию. Стягиваем. Делаем обязательно закрепку. Берем выкройку донышка и отмечаем вот эти боковые швы. Ставим точечки. При помощи клея кристалла
мы немножечко поможем это донышко зафиксировать на теле гнома. Нанесли клей, поворачиваем гномика и совмещаем вот эти метки с боковыми швами гнома. На камере мне неудобно немножко вам прям полностью показать, но я думаю, вам понятно. Вот таким образом мы должны прижать и немножечко подождать, чтобы схватилась ткань с донышком, после чего мы будем пришивать донышко по окружности. После того, как донышко у нас зафиксировалось частично, нам будет удобно пришивать донышко. Для этого мы берем эту же нитку или другую нитку и начинаем пришивать. Делаем закрепку и мелкими стежочками сначала в тело, потом в донышко, в тело, в донышко, и обязательно подтягиваем, прижимаем и идем дальше. Вот такое тело у нас должно получиться, донышко пришито. При помощи небольшого массажа мы распределяем равномерно наполнитель внутри. И должно получиться такое обтекаемое, красивое, чтобы вам нравилось тело гномика. Ну а теперь мы наполним ручки. Вот так выглядит ручка у нас наполненная. Теперь нам нужно взять проволочку, сделать петелечку. Удобным инструментом я пользуюсь круглогубцами. И эту проволочку мы вставим в ручку. Я люблю, когда ручки гнутся, поэтому я сюда вставляю проволочку. Но проволочку нам нужно спрятать внутри наполнителя. Если у нас быстро это не получается сделать, то мы при помощи иголочки распределяем наполнитель вокруг проволочки. То есть проволочка должна быть внутри самого наполнителя. Вот как только он там спрячется, и у нас будет со всех сторон мягенько, то значит мы хорошо спрятали проволочку. Лишнее мы можем обрезать, но в принципе оно нам не будет мешать. После этого нам нужно взять нитку с иголочкой и зафиксировать проволочку. Ну, если у вас останется проволочка, обычно я беру ее и подворачиваю вовнутрь. Наполнить наполнителем нам нужно маленький пальчик варежки. Буквально чуть-чуть. Берем ручку. Не забывайте, что у нас есть линия локтя. И варежка у нас должна быть вот так одета. Теперь нам нужно подвернуть варежку вовнутрь на 1,5 сантиметра. Посмотрите, какие у нас красивые ручки получаются. Смотрите, можно зафиксировать варежку, прошив красивым отделочным швом. Можно зафиксировать клеем. Я буду фиксировать клеем. Для этого нам нужно отвернуть подворотик при помощи клея. В принципе, можно и горячим клеем обработать. Сделать вот такой тоненький слой клея и отодвинуть назад. Все, наша варежка зафиксирована и будет очень хорошо держаться. Так, друзья, пришло время
изготовить носик. Мы берем выкройку носика, берем микрофлис телесного цвета, сами определяем, какая у нас будет лицевая и какая изнаночная сторона. Я буду делать лицевую сторону все-таки мохнатенькую, мне так больше нравится, а вы решайте сами. У вас есть выбор. Вырезаем и опять же ниточкой стягиваем по контуру. Вот так выглядит носик. Отверстие у нас около сантиметра. Узелок мы спрячем и наполнять будем синтепоном. Итак, друзья, вот так выглядит носик. Так как гномик у нас с глазками, нам нужно пришить глазки. Мы намечаем центр и уровень, где мы будем пришивать глазки. Он получается чуть выше половины. Для глазок мы возьмем вот такие красивые бусинки, они по полсантиметра в диаметре, и черной ниткой будем пришивать глазки. Вот так выглядят глазки в пришитом виде. Здесь у нас закрепки. Между глазками расстояние уже по вашему желанию. Можно их ближе, чуть-чуть можно. Ну, лучше вот где-то приблизительно на вот на булавочку. Это вам ориентир. Итак, продолжаем. Итак, друзья, сейчас мы будем фиксировать ручки. Для этого нам нужно поставить на донышко нашего гномика и повернуть бочком. Берем линеечку и от низа отмечаем 14 сантиметров по шву. Ставим точку. С другой стороны мы делаем точно такую же метку именно на шве. Потом мы откладываем где-то 1,5 сантиметра в сторону. И с другой стороны то же самое. После чего мы будем фиксировать ручки по этим меткам. На ручках мы точно так же откладываем 2 точки с одной стороны и 2 точки с другой стороны. Естественно, это должно быть в зеркальном виде одинаковое расстояние, где-то по полсантиметра от верха на всю ширину ручки. Мы берем большую иглу и нитку джинсовую в 4 сложения и приступаем. Со спинки мы вводим иголочку в первую отметку, у нас вот с этой стороны будет лицо гномика, значит ручки у нас смотрят в эту сторону. Вводим в одну дырочку, вернее отметку, и выводим в другую отметку. Соответственно, мы проходим сквозь, переходим вот в эту отметку, берем вторую ручку, соответственно, мы прокалываем в одну меточку и выходим в другую. И возвращаемся в центр спинки. Иголочку мы убираем, поправляем ручки и при помощи узелка мы завязываем двойной узелок, так 1, второй раз, и фиксируем. Сильно фиксировать
Вот смотрите, видите? Оно немножечко должно утопиться в теле. И еще раз делаем один узелок. И для надежности третий узелок. Обрезаем не полностью. И обязательно зафиксируем клеем этот узелок. Я использую свой любимый клей. Кто смотрит меня, все знают, что я этот клей очень люблю. Мы фиксируем. И наши ручки пришиты. При помощи проволочки в руках мы ему можем придать, естественно, очень красивое положение рук. Для бороды гнома я буду использовать шерсть овечки. Это вот такие пряди. Они имеют свой естественный вид, естественный цвет, поэтому он у нас будет белый, переходящий в насыщенный желтый оттенок. Теперь на самом гномике нам нужно определить место приваливания этих прядей. Это будет от низа до верха 18 сантиметров. Мы отмечаем меточку. Теперь нам нужно проложить в этом месте полосочку клея. Клей кристалл. Это идеальный клей. Мы его вот так распределяем. Не бойтесь. После чего мы будем эти пряди прикладывать, так как они у нас, видите, каждая отдельно. Мы их будем сначала приклеивать слегка. После того, как мы приложили пряди, нам нужно взять иголочку для валяния. У меня в данном случае у меня иголка называется «Звезда», по-моему, 38 размера. Но вы можете использовать и универсальную иглу для валяния. И сейчас мы приваляем немножко к телу бороду. Клей нам совершенно не мешает, поэтому он нам будет служить как бы дополнительной фиксацией. Итак, друзья, вы сами должны определить объем вашей бороды. Я думаю, на данном этапе я останавливаюсь, мне нравится. И переходим к носику. На носике у нас есть глазки, и сверху над глазками мы сделаем небольшую челочку. Для этого я возьму пряди длинненькие, выложу их как бы валетиком. Вот здесь у нас больше желтинки, и здесь больше желтинки. Соответственно, эту прядь мы выкладываем в эту сторону, а эту желтенькую в эту сторону. А эту мы можем сделать посерединке. Складываем вот так пополам, определяем серединку. И нам нужно эту прядь зафиксировать ниточкой с иголкой вот здесь по центру. Так, как мы будем фиксировать носик? С изнаночной стороны носика мы отмечаем 4 точки. 2 вверху и 2 внизу. Берем опять же большую иголку, нитку в 4 сложения. И точно так же со стороны спинки определяем высоту носика. Носик у нас будет чуть выше наших ручек. Вводим иглу. Конечно же, мы зрительно определяем центр.
После этого мы вводим верхнюю отметку, выводим иголку в сторону и возвращаемся в спинку. Сильно не прижимая. Теперь мы повторяем немножечко ниже, опускаемся иголкой, выходим тоже чуть-чуть ниже, находим наши метки, то же самое, пропускаем иголочку сквозь носик и возвращаемся в спинку. Смотрим, что у нас получилось. Вроде бы все нормально. Если нам все нравится и все устраивает, мы делаем здесь фиксацию. Опять же мы узелок зафиксируем клеем. И все это у нас спрячется под шапочкой гномика. Так, вот он у нас уже, видите, какой красавчик. Итак, гномик у нас пока подождет в сторонке, мы займемся шапочкой. По низу шапочки нам нужно отметить 2 сантиметра. Это у нас будет подгиб. И прорисовать эту линию. Я это делаю на глаз, а вы можете отметить, естественно, линеечкой 2 сантиметра. После чего мы должны эту линию по этой линии согнуть и проложить наметочную строчку. Обязательно прокладываем наметочную строчку возле сгиба. И обязательно отмечаем серединку шапочки, чтобы мы могли совместить с центром носика. Итак, сейчас будем делать примерочку. Итак, шапочку мы одели, зафиксировали центр спинки с центром шва. И точно так же мы сделали соединение, совмещение с центром носика. Теперь нам нужно здесь положить капельку клея. Это можно сделать термоклеем или можно сделать клеем кристалл. Ставлю точечку клея вот сюда и шапочку вот так вот на глазки слегка фиксируем. Остальную часть шапки мы будем фиксировать на горячий термоклей. Давайте посмотрим. Мы вынимаем эту наметку. И вот такой у нас уже гномик в шапочке получился. Итак, друзья, вам нужно определить красивое положение всех складочек, заломов. Вот смотрите, как я их разложила. Меня это устраивает. И теперь нам нужно это все зафиксировать. Я беру большую иголку и 2-метровую ниточку, длинную с узелком. И приступаем к фиксации шапочки, вернее складочек. То есть под складками мы проводим иголочку, протягиваем ниточку. Это, конечно, такой процесс непростой. И возвращаемся рядышком, буквально в 2 миллиметрах от выхода иголки. Соответственно,
И ищем следующую складочку, куда мы хотим сделать фиксацию. И протягиваем нитку. И так мы делаем со всех сторон. Вот так выглядит уже шапочка зафиксированная. Теперь мы можем смело приступать к декору шапки. Пока гномик у нас будет отдыхать, мы вырежем 3 кружочка из разных цветов ткани, 10, 9 и 8 сантиметров в диаметре. При помощи джинсовой нитки и иголочки мы делаем по контуру наметочную строчку, после чего мы стягиваем тыковку и фиксируем узелком. Теперь мы наполняем тыковку через маленькое отверстие холофайбером. После того, как мы наполнили, нам нужно сделать утяжки. Сначала мы зафиксируемся на тыковке. После этого мы находим середину тыквы, выводим ниточку, перетягиваем в одну сторону и выходим опять же в центр. Подтянули, делаем повтор. И в центр. Подтянули. Теперь с обратной стороны один раз подтянули и второй раз подтянули. Теперь эту половинку мы делим на 3 части. Вот такая тыковка у нас получилась. Теперь то же самое мы делаем с 2 остальными. Посмотрите, какая прелесть получилась. Я серединку тыковки оформила бусинкой. Клей еще не высох. Высохнет, и он станет прозрачный. И приклеила листик на каждую тыковку. Сейчас буду фиксировать их на шапочке и покажу результат. Посмотрите, какая прелесть осенняя получается. Мне очень нравится. Надеюсь, и вам тоже нравится наш результат работы. Сейчас на хвостик я пришью колокольчик и полубусинками украшу шапочку. Смотрите, какая золотая прелесть у нас тут получилась. В варежках я тоже сделала полубусинки с 2 сторон. И сзади тоже разбросала полубусины. Сейчас все высохнет, и я его сфотографирую. Ну вот и подошел к концу наш мастер-класс. Вот такой прекрасный осенний гномик у нас получился. Кому понравилось мое видео, сохраняйте его, делитесь им с друзьями, мне будет очень приятно. И, конечно же, я всех благодарю за внимание. Всем желаю прекрасной теплой осени, ярких красок и солнечных дней. И до встречи в новом видео. Всем пока-пока.